Давайте начнем с вами с общей концепции. Она очень простая, трейдера. Первое. Неважно, какая у вас методология, ключевой момент, с чего все начинается, это установка не только твоего там рабочего пространства, но и установка, когда уже график открыт. Ты должен понимать, какой это таймфрейм. Вот у меня минутные таймфреймы все. Для себя выберите, который вам комфортен для торговли. Если у вас времени немного, то, конечно, лучший таймфрейм старше часового. Если у вас полтора, два, три часа времени в день есть, в частности, во второй половине дня по московскому времени, то отличный шанс торговать в американскую сессию, когда рынки ликвидны, когда много больших движений. Это первое. Второе– это инструменты, которыми мы будем торговать. У меня на графике по левую сторону фьючерс на индекс NASDAQ, посередине нефть, справа евро-доллар. Следующий момент– это интервал временной, в котором мы будем торговать, со скольки до скольки. Вот здесь у меня отмечены как раз мои торговые сессии, с половины пятого Москвы до 7 часов Москвы, то есть получается 2,5 часа торгового времени. Раньше я позволял себе торговать и 3, и 4 часа, но сейчас немножко сокращаю время, стараюсь торговать в самый пик, да, когда рынки максимально активны. И самый пик приходится на период между полпятого, полседьмого, 7. Да, это так называемое prime time, да, время, когда случаются все основные движения, особенно если речь про фьючерсы на индексы, ну и нефть тоже хорошо ходит ближе даже ко второй половине вот этого периода. Это константа, то есть мы знаем таймфреймы, мы знаем, когда мы торгуем, в какое время, мы знаем инструменты. Теперь нам нужно все это дело между собой совместить, то есть добавить сюда как раз технику входа. Одна из моих торговых систем Range Trader подразумевает торговлю в определенном диапазоне, который уже есть на графике до начала моей торговой сессии. И вот если мы возьмем в качестве примера валютную пару евро-доллар, то мы увидим диапазон, который у меня вот до, если мы вот так сделаем, вправо с вами, до начала моей торговой сессии уже был сформирован. И все, что я делаю дальше, это смотрю, когда цена придет к одной из границ. Понятно, что зеленая граница– это зона поддержки, красная– это зона сопротивления. Как только цена приходит, я начинаю ждать сигналы кластер трейда. И один из сигналов, который у меня был в пятницу, прямо на уровне range трейдера мы видим зеленую поддержку, мы видим стрелочный сигнал, это из системы кластер трейдер на покупку. Затем мы видим, рынок среагировал, отбился от этого уровня, пришел, протестировал. Паттерн, это все делает автоматика, и уровни, и паттерны. И мой вход вот здесь после первого закрытия выше максимум предыдущей свечи. И после закрытия этого бара я нажимаю кнопку Buy на своем советнике. И следующее, что происходит, это управление по вот этим параметрам. По параметрам риск-менеджмента, который адаптирован под эту систему торговли. Почему? Потому что такое вообще рейндж? Да? Рейндж– это диапазон, определенное расстояние, которое в среднем за сессию проходит тот или иной инструмент. Ориентируясь на это среднее значение, мы можем определять take-profit и стоп-лоссы. Логично, что для стоп-лоссов мы хотим, чтобы они меньше достигались, да, поэтому должна быть определенная величина, но в то же время и take-профиты должны достигаться и должно выдерживаться определенное соотношение. Так вот, следующие параметры для стоп-лоссов и take-профит: 13 пунктов стоп, 19 первый тейк. Для второй позиции стоп идет также, естественно, 13, но take-профит 28 пунктов. Опять же таки, я тестировал много разных комбинаций, и вот это для меня, опять же таки, да, оказалось наиболее эффективной, и вы можете посмотреть результаты тестирования, я тоже ссылку оставлю под этим видео, там очень коротко, но я думаю, что вам будет все понятно. Да, там два разных риск-менеджмента в плане пунктов. В одном варианте я использовал стоп 10 пунктов, в другом 13, а результаты получились там на $2000 больше, если использовать стоп 13 пунктов, нежели 10 пунктов. Да, вот это очень-очень важный момент. Казалось бы, мелочь какая-то, но она очень сильно влияет на итоговый результат. Так вот, 13 пунктов от цены входа. То есть здесь мой buy, 13 пунктов, это вот столько. Здесь стоп, дальше 19 пунктов идет take. И еще момент, очень-очень важный момент, который тоже влияет на результат. Не то открыл. Это вот этот параметр. Переводить стоп-лосс без убыток? Да. То есть, как только цена проходит вот это расстояние, 130 пунктов,
То есть 1 к 1 стоп в безубыток по обеим позициям. Дальше советник ждет, когда будет достигнута первая цель. И как только достигнута первая цель, начинается трейлинг стоп по второй части позиции. И, естественно, либо будет тейк по второй полный 28 пунктов, либо где-то я по трейлингу выйду, да, из сделки. Здесь получилось следующее. Я вошел здесь, 19 пунктов тейк, и мой трейлинг где-то здесь на момент выхода был, и затем второй таргет тоже 28 пунктов был достигнут. То есть здесь не участвовал трейлинг стоп, то есть цена не дошла до него, дошла до второй части позиции. То есть вот это ключевые моменты, то, что я делал последнюю неделю, я публиковал на странице канала тоже несколько данных. И вот здесь тоже интересная ситуация по WTI. Это нефть. Да, здесь примерно похожая ситуация была. Посмотрите сюда вниз. Очень похожая ситуация. Мы видим, давайте активируем наши уровни Range Trader, поставим дату сегодняшнюю. Сегодня у нас 6 2020 года. И вот здесь у нас уровень Range Trader. То есть мы сейчас смотрим на предыдущих, да, сделках, примерах. И вот посмотрите тоже, да, тест уровня, стрелочный, паттерн, закрытие выше максимума. Но по WTI немножко другие параметры. Обратите внимание сюда. Не 18, да, точнее, вру, 18, 13, да, не 13 пунктов, а уже 22. Для take profit первого 33 и для второго 65. Да, и те же самые параметры перевода без убыток. Соответственно, если я здесь нажимаю Buy, цена должна пройти 22 пункта, вот здесь будет 22, затем стоп прыгать сразу в 0. Дальше цена, точнее советник ждет, когда первый тейк будет достигнут, да, который 33 пункта, то есть от точки входа плюс спред, 33 пункта, это вот здесь. Ну и, соответственно, начинается трейлинг стоп по второй позиции и либо будет выход по трейлингу, либо по take-профиту, который указан в пунктах. Если мы перейдем к фьючерсу на индекс NASDAQ, то есть немного другие параметры. Обратите внимание сюда. 24, 34, 24, 70. То есть немножко другие параметры для take-профитов, потому что диапазоны у WTI, у евро, у NASDAQ абсолютно разные. И опираясь на вот этот диапазон, в частности, я прозевал вот этот трейд в пятницу после нон-фарма. NASDAQ сделал абсолютные максимумы, там, по-моему, всея, да, максимум всея. Это было вот здесь. Посмотрите сюда, я хочу обратить пристальное ваше внимание вот на этот range. Range – это диапазон. Да, посмотрите, R1 – это сопротивление 1. Да, и посмотрите сюда, здесь еще ключевая структура. Рынок пробил эту зону и начал вкатываться в эту зону. И первый мой сигнал, после того, как цена пробила уровень, вот здесь начинается. Это белый бар в направлении импульса наверх. Пробили уровень, да, коррекция, да. Белый бар. Гистограмма тренд-фильтра зеленая. Это образует 3 визуально продиктованных условия. Пробой уровня, белый бар. И затем мы видим тренд-фильтр зеленый. Кластер 3 я проделал эту сделку. И, кстати, после этого что было? Бум! Моментум. Просто сумасшедшее движение в все направления. Потом, причем были возможности купить еще здесь, мы видим, да, те же условия. Я поставлю вертикальную линию. Потом мы видим здесь вертикальную линию. Да, то есть до самого конца ротация бара и никаких других изменений. Но вот этот buy самый выгодный. Почему? Потому что он прям на уровне. Причем это был мой не единственный сигнал, который я пропустил. Следующий, точнее предыдущий был вот здесь. Посмотрите сюда. Мы пробили мой уровень R. Это уровень сопротивления. Вот здесь. Да или нет? Да, абсолютно. Затем мы видим, рынок немного скорректировался. И вот он первый сигнал. Первый белый бар после пробоя уровня сопротивления на зеленом тренд-фильтре кластер 3 buy. Я настоятельно вам рекомендую визуализировать свои сигналы не в плане воображать их, а в плане иметь их на графике, четкую картинку, как выглядят ваши сигналы, и иметь ответ на вопрос, да или нет, есть ли сигнал или нет, да или нет, да или нет. Каждый из вас видит, что был пробой, вот здесь я поставлю вертикальную линию, да или нет, да, абсолютно. Затем идем коррекцию, ну даже не важна глубина коррекции. Сейчас
Белый бар, и это, в момент входа цена должна быть выше уровня, тоже важно. Вот здесь мы выше уровня, и бар белый, да или нет, да, абсолютно. Тренд фильтр зеленый или нет, да или нет, да, абсолютно. Это единственный способ, как вы можете стать зарабатывающим трейдером, это иметь вот эту последовательность событий, которая нужна для того, чтобы вы это могли снова и снова повторять, да, и затем отслеживать, как это работает. Так вот, вход здесь, да, логично, что здесь мы достигли всех тейк-профитов, 70 пунктов, да, затем как раз была коррекция, затем снова вход. То есть мы видим, как мы можем, выходя из позиции, снова заходить. Если рынок трендовый, если рынок сильный, да, и иметь возможность участвовать в большинстве, да, сильных трендов. И вот это очень важный момент. Позволяет ли ваша методология, ваша стратегия ловить большие движения? И чтобы это понять и отследить эти моменты, нужно смотреть на тенденции. Вот что приводит рынок, да, вот к таким движениям. Даже если я сейчас просто удалю все с графика, просто посмотрю на, просто на пустой, да, график посмотрю, что вот послужило катализатором движения технически, что было на графике. Да, или, допустим, я не знаю, там еще левее возьмем, вот предыдущий день, да, я с вами делился с вами скриншотом, да, что послужило тому, что рынок после того, как открылся, бум, улетел и затем также развернулся обратно. Что было на графике в этот момент или что чаще всего бывает на графике в этот момент, когда происходят такие движения. И вот это ключ к пониманию, как поймать большое движение или как найти свой метод, свой подход на рынке. Да, или как торговать по тренду против тренда. Отслеживая вот эти моменты. Да, очень важно, что было здесь в моменте. Да, здесь в моменте видим белый бар, мы видим здесь нашу гистограмму, да, это наш тренд-фильтр. Что было здесь в моменте? Да, что было здесь, что привело к обвалу? Очень важно, вот это самые главные характеристики, которые вам необходимо отслеживать, и это требует большого количества времени. Затем вы добавляете риск-менеджмент. Все системы, все стратегии, все техники, все паттерны, которые я когда-либо создавал, они из тенденций, иначе говоря, из наблюдений. Я начинаю смотреть и вижу определенную закономерность, и у меня появляется мысль, ага, как я могу это автоматизировать? Или как я могу придать этому какую-то форму, да, чтобы затем это можно было повторять на графике. До тех пор, пока вы это оттягиваете, хаос в вашей торговле будет продолжаться. Поэтому первое, что сейчас вам рекомендую сделать, это перейти по ссылке к этому видео, почитать статьи. Я обновил несколько статей, добавил новой информации в разделе блог. Посмотрите, в частности, как тестировать сигналы, как я тестирую, на что обращать внимание. Посмотрите на то, как изменение небольшое в пунктах с точки зрения стоп-лоссов take profit может радикально повлиять на итоговый профит. Ну и, конечно, если вы захотите подключиться к нашему профессиональному сообществу, системе Cluster Trader, ссылка будет под этим видео также. Все, всего доброго и до встречи. Пока!